Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня будем шить очень интересный блок, который вроде бы и не сложный, но сразу и не сообразишь, как он сделан. Шьем из полосок. Специально ничего не режу. Используем то, что под рукой. Ширина и длина самые разные. Утилизируем их красиво. Вы знаете, что я стараюсь облегчать и упрощать работу, поэтому шить буду по основе, клеевому флизелину. Клеевые основы бывают разные. У меня плотный нетканный материал с нанесенным клеевым слоем. Фиксация происходит сухим утюгом. В интернет-магазине я видела похожий по 18 рублей за погонный метр. И не надо ничего специально изобретать, покупать какие-то салфетки для уборки, шить по ним. Надо пользоваться всеми современными материалами, которые специально созданы для облегчения работы рукодельницы. Из флизелина вырежем квадраты 21 на 21 сантиметр и прямо на них нарисуем вспомогательные линии, чтобы все швы были ровными. И начнем потихоньку заполнять основу. Одним лоскутиком закроем уголок. Сверху уложим вторую полоску подходящей длины. Но надо тщательно следить за тем, чтобы последующие полоски при отгибании дотягивались, закрывали края деталей основы. Шьем сразу 4 квадратика. Так получается и быстрее, и легче. Последовательность полосок невозможно угадать. Смотрим и подбираем из того, что под рукой. Длина полосок изначально разная. Есть и короткие, и длинные. Нашитый ряд полосок обязательно надо закрепить самым простым способом. В этом нам поможет мини-гладильная доска, которую я сделала сама из разделочной доски, и маленький дорожный утюжок. Купила его в обычном магазине бытовой техники по акции за 600 рублей. Сразу же и проутюживаем, и проклеиваем детали. После этого уберем лишнюю ткань, перевернем заготовку и обрежем выступающие края. Продолжаем работу, нашиваем следующий ряд полосок. Конечно, надо полоски подбирать по длине, чтобы сверху и снизу оставался запас, который полностью закроет основу. Чтобы не обрывать нитки, лучше в конце строчки переходить на маленький кусочек вспомогательной ткани. И, конечно, каждый отшитый ряд сразу фиксировать утюгом и отрезать лишнюю ткань. Для того, чтобы длины полоски точно хватило, лучше сначала найти и совместить середины, а потом уже шить. Если позволяет длина полоски, то можно ее не отрезать, а пришивать сразу другую заготовку. Работа с утюгом обязательно после каждого ряда. И сразу же подравниваем детали. Получились у нас очень интересные полосатые заготовки. Чем хорош этот способ? Все закреплено, крепко держится, нет торчащих ниток и открытых швов. Для дальнейшей работы нужна бейка. Простая, прямая полоска ткани шириной 3 сантиметра. Нам надо ее подготовить к работе, сразу загнуть края. Сделать это довольно просто. Не надо покупать никаких специальных приспособлений. Для этого воспользуемся мини-гладильной доской. Подвернем оба среза внутрь и сгиб прижмем булавкой. На расстоянии 15-20 сантиметров также зафиксируем и другой край. Утюгом прогладим уже подогнутые края. После этого поставим его на бейку и потихоньку потянем за один конец. Протянем всю длину бейки под горячим утюгом.
На наших полосатых заготовках нарисуем вспомогательные линии. Конечно, здесь уже идет ваша фантазия. Размер моих деталей 21 на 21 сантиметр. Отступаем от края 7 сантиметров. Это 1/3 длины. Мне захотелось, чтобы на каждой детали было по 2 таких линии. На детали начнем нашивать подготовленные полоски. Укладываем ровно, чтобы вспомогательные линии проходили точно по центру бейки. Шов прокладываем на расстоянии 1 мм от края. Шьем сразу все детали, нитки не обрываем. Когда прошили по одной стороне, заготовки развернем и закрепим вторую сторону бейки. А вторую бейку на наши полосатики нашиваем таким же способом. Детали готовы. Остается только их соединить вместе через бейки. Но перед этим воспользуемся небольшой хитростью. С изнаночной стороны укрепим швы полоской клеевого флизелина. Детали уложим ровно и проутюжим. Вот теперь все детали на месте. Остается только закрыть открытые срезы бейкой. Нашивать мы ее будем просто, сверху, точно так же, как до этого пришивали декоративные полоски. Полотно получилось очень интересное. Полосатые витражи. И главное, не сразу ведь и сообразишь, как это сделано. Конечно, для законченного эффекта не хватает черного края, но с этой заготовкой работу еще продолжу. А с изнаночной стороны все чисто и аккуратно. Никаких торчащих ниток, все спрятано и прошито. Размер моей заготовки получился 42 на 42 сантиметра. Это может стать верхней частью декоративной подушки. А если нашить побольше таких деталей, то покрывало в стиле витражи украсит любой интерьер. В общем, я дала вам идею. А как вы будете ее использовать, зависит уже от вашей фантазии. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!